Известный адвокат Александр Добровинский отказался вести дело о скандальном ДТП в Монако, тем самым погасил последнюю надежду для братьев Константина и Валерия Меладзе. 2 дня назад известные артисты были арестованы и на данный момент ждут судебного разбирательства. Бывшим лидерам российской эстрады грозит уголовное наказание в виде 14 лет лишения свободы, 8 и 6 лет на брата. Несколько дней назад братья Валерий и Константин Меладзе стали ссориться и валить вину друг на друга, а буквально сегодня утром появились новые подробности шокирующего ДТП. Несколько дней назад весь интернет был буквально взорван новостью о страшном ДТП в маленьком государстве Монако. Известные артисты Константин и Валерий Меладзе после корпоративного концерта, находясь в нетрезвом состоянии, сбили российских туристов, молодую семейную пару из города Томска. Супруга скончалась на месте, а муж в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Братья надеялись на свои деньги и колоссальные связи, но адвокат Добровинский не пришел к ним на помощь, и по всей вероятности артистам придется отбывать тюремный срок. Родители погибшей женщины приехали в Монако и имели приватный разговор с братьями Меладзе. Стало известно, что артисты предлагали откупные за прекращение уголовного дела. Но родители не пошли навстречу к артистам и требуют для них самого сурового наказания. Но настоящим шоком стало известие, что ДТП стало далеко не первым правонарушением для братьев Меладзе в то трагическое утро. Отыграв корпоративный концерт и будучи хорошо навеселе, братья вместе с танцовщицей из ночного клуба поехали осматривать местные достопримечательности. Стало известно, что они по очереди сидели за рулем Гелендвагена и употребляли спиртное прямо в салоне автомобиля. Стало известно, что в тот момент, когда за рулем сидел Константин Меладзе, артист совершил наезд на автобусную остановку, сломал заграждение и повредил 2 автомобиля, стоящие рядом. Ну а в момент преступления все трое, Валерий, Константин и танцовщица из ночного клуба, сидели на переднем сидении, и теперь артисты выясняют, кто же в действительности виноват в смерти человека. Адвокат Александр Добровинский после анализа ситуации в интервью прессе заявил: «Я берусь за любые безнадежные дела и всегда их выигрываю. В моей карьере было только 2 случая, когда я отказался от судебных разбирательств. Дело Валерия Меладзе – это 3-й случай». Причину отказа о ведении дела братьев Меладзе Александр Добровинский не комментировал.